Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, ведьму проводят через тернии к звездам, через страшные препятствия, тяжелые дни, трудности, нужды, голода, одиночества, когда окружают врагами, когда безысходность. Все это делается для чего? Во-первых, закаляется характер. Во-вторых, появляется хитроумие и глубокомыслие у человека. В-третьих, он становится живучим. Он выживает в самой трудной ситуации. Становится хладнокровным, потому что опыт показывает, что уже не раз выходила из трудной ситуации, еще раз выйдет. И самое главное, ведь выходя из трудных ситуаций, она не просто начинает понимать и сочувствовать другим людям, осознавая, каково им, потому что сама на своей шкуре почувствовала это все. Не только становится мудрым человеком и опытным психологом, а еще для себя, призывая те иные или иные блага, учится, как нужно это все правильно составлять, а потом этим всем делиться с людьми. В моей жизни были различные ситуации. Я искала помощи, я искала знания. Не у человека помощь, а знания, как выйти из этой ситуации, что делать. Конечно, есть заговоры денежные на удачу. Быть может, в тот момент у меня были чистки. Собственно, арсенал не очень большой. Но в жизни ситуации бывают разные. Не просто же так, не случайно у меня огромное количество работ. А в жизни ситуации бывают разные. И на все ситуации таких заговоров не было. Поэтому приходилось самой думать, что придумать, что создать, какую силу с другой соединить, какие слова произносить. Так я начала копаться в заговорной магии в очень раннем возрасте, чтобы понимать, что такое заговор, почему его именно так составили, что значит за 3-9 земель или в 3-9 царстве. Пушкин, собственно, из-за этого и был наказан, что он в своих оригинальных сказках привел тексты древних заговоров. Просто многим кажется, что мы повторяем сказки Пушкина, а на самом деле это из заговора. Мимо острова Буяна, царства славного Салтана. Идите, мои порчи-корчи, на остров Буян, в царство Салтана, где добрые люди не ходят и так далее. И кони не бродят, и птицы не летают. За 3-9 земель, где болота гиблые, долота сыпучие, где земля не рожает, где человек не ходит, где гад не ползает, где солнце не встает и так далее, и так далее. И вот, изучая вот это заговорное слово, я составляла работы, которые мне бы помогли. И когда они мне помогли, я поняла, что мне это дано. Что плюс свои знания, начитанность, любопытство, любознательность, любовь к чтению, книгам, исторические знания, ну и подсказки с того потустороннего мира. Потому как только те работы, которые подсказаны оттуда ведьме, они и работают и получаются. Все остальное — это просто красивые стихи.
Я вот вышла из одной ситуации. Я поняла, как нужно технику заговоров, когда трудно. Вышла из другой ситуации, поняла технику заговоров, когда нужно чистку провести. Когда я оказалась в очень безысходной ситуации, я составила обращение к Фемиде. Это было мое первое обращение к ней. И к ее дочерям, или к ее спутникам, по-разному, разные версии. Не суть важно. Я до сих пор боюсь этого заговора и боюсь его читать. Это для практиков. Почему? Потому что кардинально решается вопрос. И не всегда ты готова к этому. Ты можешь разозлиться на любимого человека, взять и начитать. И его не станет в твоей жизни. И уже не будут спрашивать, хочешь ты, передумала ты. Но в тот момент не было любимого человека. В тот момент был человек, который мне угрожал. Мне нужно было избавиться от него. Просто чтобы он исчез из моей жизни. Это у нас храп Зены. Извиняюсь, если отвлекает вас. Я слышу, не знаю, тут слышно или нет. Она храпит, как старый дед. Так вот. И когда я провела этот ритуал, через 3 дня человек исчез из моей жизни. Пришлось еще бороться, чтобы окончательно исчез. Но исчез. Меня словно, знаете, пинком выкинули из этого ада. Просто так толкнули оттуда. Вышвырнули. Я поняла. Вот. Фемида помогает в таких ситуациях правосудия. И поняла, что надо обращаться к ней по таким вопросам. И я поняла технику. Какой техникой пользоваться, создавая к ней, значит, заговоры. И я отдала это людям, и люди этим пользуются, и их просто вышвыривает из их ада. Понимаете, вот так вот постепенно, ступенчато я начала изучать это все и создала вот этот вот целый арсенал, который дала вам в руки. Почему? Потому что, друзья мои, жизнь не просто не поле перейти, жизнь очень сложная штука. В нашем мире очень много потребителей, очень много неблагодарного народа. И нужно выживать иногда. Иногда нужно их принуждать делать то, что ты хочешь. Может быть, кто-то скажет, насилие над волей. Ну, ничего страшного. В угоду них, знаете, для их же пользы. Воспитание ребенка тоже отчасти насилие над его волей. Правда? Но в меру. Но это им нужно. Это для их же пользы. Я сейчас объясню, почему. Люди, которые работают с людьми, с обществом, они знают, что это такое. Легко судить, когда ты не работаешь с людьми, с разными людьми, с неблагодарными людьми. Очень легко судить. Но я все время учу и пытаюсь учить людей быть благодарными. Не только ради меня. Я пытаюсь им сказать, что если вы не отсекаете эту связь, если вы взяли работу, провели, и вам они помогли, если вы никак не отблагодарили, если вы делаете вид, что вы такие наивные, ничего не понимаете, если вы слушаете только ту часть моих лекций, которую вам выгодно слушать, не удивляйтесь, что постоянно эти проблемы возвращаются. Потому что вы связь не отсекли, вы не отдали ничего. Когда мне люди говорят, что, например, спасение жизни дочери, мне человек пишет, я накормила собак. Я говорю, это твой человеческий долг. Я отправила ребятам, это твой гражданский долг. Дальше что? Я отнесла монеты под дерево. Это не откуп. Это подытоживание ритуала. Вот от сих до сих. Вот ты это сделала, отнесла, отсекла связь, все, отправила. Ты отправляешь в мир духов свою просьбу. В конце это итог заговора. Это не откуп. Это так называют. Откупаюсь. Но это не откуп, это не благодарность за перемены. Когда человек пишет и говорит, у меня
получилось дачу купить, судебное решение в мою пользу решили. Там сын вышел или не сел, невестка выздоровела, ребенка заговорили, начал разговаривать и так далее. Еще раз приходит к тебе с просьбой, и ты говоришь: а вы отблагодарили эти силы, чтобы я еще раз к ним пришла и попросила за вас, чтобы мне не было стыдно просить? Ну, я монеты отнесла, а что еще надо было делать? Вы когда вот сейчас послушаете, услышите этот заговор, и когда каждый из вас скажет: нет, это не про меня, это точно не обо мне сказано, я-то не жадная. Если вы так подумаете, вспомните, сколько раз вы брали мои труды и сколько раз вы благодарили. Ни разу. Но это не всех касается, конечно. И знаете, что самое смешное? Люди узнают себя и начинают мне писать: вы знаете, я вот услышала, да, я вот действительно брала, никогда не благодарила, но я обязательно поблагодарю когда-нибудь. Просто так получилось, извиняюсь. Я говорю: не надо мне писать, я же не знаю ваши имена, кто и брал мои работы, и зачем вы мне пишете. Я говорю общими фразами. Если ты себя узнала, что теперь делать? Если бы каждый человек отправлял хотя бы 100 рублей, я бы была миллиардером. Я к тому, что жадность, основное количество людей, в них это сидит. Тем более, когда дело сделано. Вы думаете, почему врачи берут в начале плату? Потому что ни один человек, ну, в редких случаях кто-нибудь, да. Я, например, кроме платы и врачам всегда отдавала благодарность. Я считаю, что это очень великий труд облегчить нашу боль и спасти нас просто. Но почему они вначале берут? Потому что очень мало кто, получив выздоровление, потом оплатит труд врача. Очень мало. Кто работает с обществом, кто помогает что-то оформлять, что-то делать. Скажите мне, много раз вам говорили спасибо? Много раз вы видели какое-то внимание от людей? Люди, привыкшие так жить. И когда им падает потом по башке этот кирпич, они начинают выть. За что? Опять проблемы. Каждый раз, когда люди приходят ко мне и говорят: я решила свои проблемы, мне вот так помогло, мне вот это, столько дел, я спрашиваю: а вы как отблагодарили? Что вот сейчас пришла и говоришь: вот силы больше мне почему-то не помогают. На мой вопрос: а как вы отблагодарили эти силы? Могут удивиться и думать: а что, благодарить надо? А еще могут сказать: ну, я отправила вам вот свечи, там, ткань. Спасибо. Но свечи и ткань – это не равносильная благодарность за то, что, например, твой сын живой вернулся. Или что твой дом не отобрали. Свечи и ткань – это не равносильная. Конечно, никому не надо, то есть не надо миллионы отправлять и благодарить, но даже мизерные они делать не будут. И вы знаете, как чувствует себя человек, который, например, помог спастись от тюрьмы? Как чувствует себя человек, который вставал в 2 часа ночи или 3 часа, да и я и не сплю особо, по звонкам, истерики, плачу, там, умоляю, прошу, у меня сын гибнет, умирает. И ты встаешь, берешь фотографию, начинаешь помогать этому мальчику. Мальчик выздоравливает. И тебе просто ставят в известность, что мы выписались и идем домой. Вот как вы думаете? И не говорите мне никогда, что у людей нет возможности. Это вранье. Я знаю людей, у которых действительно не было таких возможностей, но они всегда откупались, всегда дарили очень достойные дары. Понимаете? Не всякую харахуру отправляли, лишь бы для галочки, а действительно дарили. Это зависит от души человека, насколько человек благороден. Так вот, когда ты понимаешь, что люди привыкают только брать и ничего не хотят взамен отдавать, а ты отдаешь им время свое, силы, и ты просто посвящаешь им свою жизнь.
Может быть, некоторые могу и думают, что я купаюсь в миллиардах. Они очень высокого мнения о людях, которые в основном обитают и живут на этой земле. Я не столь высокого мнения, к сожалению. У меня есть на это причины. Но спешу вас успокоить, это не так. Основное количество людей очень жадные. И особенно, если они увидели что-то даром, и это даром им помогло, они даже не подумают сказать спасибо. Я вас уверяю. И вот те подарки, которые вы видите со всего мира, с разных стран, например, люди отправляют камни из Урала и так далее. Это все энергия различных уголков мира. Это, конечно, очень приятно. И есть достойные люди, их немало, но это даже не 1% из всего того, что меня берут и делают, и проводят, и это им помогает. Вот на самом деле, если бы хотя бы 1% людей, которым я помогла и лично, и через мои работы, меня бы благодарили, я не знаю, как бы я жила. Но даже невзирая на это, естественно, понимая людей, я помогаю, надеясь все-таки, что в них это проснется, эта благодарность, может быть. Почему? Ну, потому что это нужно. Потому что это нужно не только для меня, чтобы я чувствовала, что есть энергообмен, обратная связь. Мне как-то наш зауч сказала: ты очень замечательный историк и очень хорошо преподаешь, но ты не умеешь требовать назад свои знания. Если мы не будем уметь требовать свои знания назад, то мы бесполезно тратим свою силу и энергию. Вот я такой человек, я не умею требовать назад. Многие это делают. Многие из воздуха миллионы делают, понимаете? А я могу дарить. И вот эта вот водолейская черта, которая она и в жизни мешает, и в семье мешает. Я не люблю говорить. Я хочу, чтобы человек сам догадался. Почему я должна говорить? Я не хочу, пусть он сам догадается, пусть этот догадается. Пусть эта женщина догадается, как надо благодарить, когда твой ребенок живой вернулся, причем не один раз, когда там все погибли, а он один живой остался, уже который раз вернулся. И на него уже косо поглядывают, потому что он действительно везде выживает. Я не хочу этой женщине говорить, я хочу, чтобы она сама догадалась, насколько ценна жизнь ее сына. Я не хочу говорить этой женщине, что жизнь твоей дочери, которая вышла из комы, она бесценна. И что мне, как человеку, приятно получать взамен благодарность, чтобы почувствовать, что меня не использовали и выкинули в сторону, а что оценили мой труд, поняли, насколько это непросто. Вот для чего. Обесценивание, обнуление, принижение. Или, знаете, я не буду говорить, там какую-то смешную сумму человек отправит и пишет: спасибо за то, что я выиграла суд. И, отправляет мне чек, естественно, выиграла суд, спасибо. И дом остался мне, хотя были все шансы, что меня отберут, мы останемся на улице. И она отправляет мне 500 рублей. Я ничего не говорю. Хорошо, ладно, скажете, вот сколько смогла, хорошо, предположим, 500. Проходит несколько дней, она мне пишет фотографии, кидает, вот не могли бы посмотреть у меня, почему судьба такая. Это о чем говорит? Что даже эти 500 рублей она не просто так мне отправила в благодарность, а чтобы я отрабатывала. Я просто беру обратно, отправляю ей эти 500 и говорю: идите, пожалуйста, куда-нибудь. Вот вам я деньги вернула, ваши 500. Идите, может, кто-нибудь посмотрит вашу судьбу на них и поможет. Тут дело даже не в этом. Если бы она не отправила или спросила, задала вопрос, намного легче ответить, чем когда тебя как будто бы, знаете, вот тебе деньги, отрабатывай теперь. Смотри, что у меня не так. Самый омерзительный вопрос. Что у меня не так? У тебя душа не такая. Все у тебя не так. У тебя мозги не так. И все остальное тоже. Поэтому, естественно, почему я эту лекцию вначале читаю, чтобы вы понимали, зачем нужно. Эти заговоры нужны людям, которые работают с народом.
честным, которые делают массаж, которые стригут волосы, работают там в сфере красоты, да везде, чтобы их благодарили, чтобы оставляли на чай, чтобы оплачивали щедро их работу. Потому что чем богаче человек, тем жаднее. Чем больше он получает от сил, тем меньше он хочет отдать обратно. К сожалению, это так. И вот так, такое маленькое принуждение, чтобы в человеке открывалась благородная черта, приходится так делать, потому что если бы люди сами по себе были благородные и достойные, не надо было на них начитывать, они бы сами понимали. Но когда люди не такие, то отчасти какая-то сила их принуждает тебя благодарить. Конечно, я знаю, что могу и буду хавкать, что понятно теперь все эти благодарности, потому что она начитывает. Нет, не из-за этого. Человек хочет благодарить, может, сомневается. Эта сила его подталкивает к этому. Дает деньги, возможности, чтобы человек с этих денег тебе сделал подарок или отблагодарил. И с другой стороны, дорогие наши могуйки. Так вот, если я могу принудить мне что-то отправить, ну, значит, я сильный человек. Логично, значит, у меня сила есть. И в первом, и во втором случае я в выигрыше. Первая работа. Читайте на мелочь, на горстку мелочи, и оставляйте под деревом. Вот отнесите мелочь, идите, встаньте возле дерева, значит, вытащите мелочь, держите в левой руке, начитайте 3 раза и положите под дерево. И уходите. Заговор следующий. Это помочь заработать людям, которые к вам приходят, чтобы люди, которые должны к вам прийти, или люди, которые пользуются, ну, есть люди, у которых там, скажем, канал, они там что-то показывают и вот просят на поддержку своего канала. Я никогда не просила, и никогда у меня не было донатов, никогда ничего не было, абсолютно. Я считаю, что, еще раз, водолейская черта, я считаю, что человек сам должен догадаться. Я не хочу человека подталкивать или говорить, знаешь, надо спасибо сказать. Если тебе столько дают, и это тебе помогает, может, спасибо скажешь? Не хочу, ненавижу вот это все. Ненавижу кому-то подсказывать, что надо быть человеком. Хочу, чтобы человек сам таким был. Итак, лучше начитаю я для себя, чем скажу кому-то. Значит, в левой руке мелочь держите, 3 раза прочитали, положили под дерево и ушли. И неважно, в какой сфере вы работаете, вам будут благодарности. Вас будут оплачивать ваш труд, сверх меры оплачивать, делать подарки и так далее. Если тем более вы что-то дарите, людям отдаете, вам обратно будут идти. Идите, звонкие монеты, катитесь громко и задорно в кошели людей. Там приумножайтесь, да разрастайтесь, и в 100 раз больше ко мне возвращайтесь. Пусть у людей кошели для меня всегда будут открыты, и все мысли их обо мне меня радовать и деньгами делиться. Щедрость их душам, а жадность вон. Жадность не годится. Да не оскудеет рука дающего. Заклинаю. Еще раз. Идите, звонкие монеты, катитесь громко и задорно в кошели людей. Там приумножайтесь, да разрастайтесь. В 100 раз больше ко мне возвращайтесь. Пусть у людей кошели для меня всегда будут открыты, и все мысли их обо мне. Меня радовать, да деньгами делиться. Щедрость их душам, а жадность вон. Жадность не годится. Да не оскудеет рука дающего. Заклинаю. И ушли. Следующий заговор. Зажигайте свечу обычную, восковую. Ставите хлеб и кусочек хлеба и соль.
3 раза читайте, 3 раза макните и откусите чуть-чуть. Последний раз полностью съешьте хлеб. Силы древние, с вами хлеб да соль делю. Разбейте жадности замки, откройте двери щедрости. Людские сердца ко мне поверните. И награды от людей, и дары дорогие в моих закромах повернутся, извиняюсь. И награды от людей, дары дорогие в моих закромах соберутся. Ключ, замок, язык. Исполнилось, заклято. Еще раз. Так, обмакнули чуть-чуть, откусили. Силы древние, с вами хлеб да соль делю. Разбейте жадности замки, откройте двери щедрости. Людские сердца ко мне повернутся. И награды от людей, и дары дорогие в моих закромах соберутся. Ключ, замок, язык. Исполнилось, заклято. Оставьте свечу догорать. Свечу можете убрать. Через некоторое время заметите, что от близких, может быть, от мужа, от родных, от людей, с которыми работаете. В основном это подходит для людей, которые работают с обществом. Но они могут и сработать у людей, которые, например, дома сидят и начнут все родные и близкие одаривать, деньги отдавать и так далее. У них прибавится, и у них будет возможность благодарить. Дальше. Найдите осиновый пруд. Или осиновый ветку осиновую. И вот так вот, якобы сечете, бьете, вот так вот делаете в воздухе где-то, в невесомости, вот так вот. И говорите, начитываете. Можете сесть просто и таким образом движениями как будто бы бьете кого-то. И начитывайте 3 раза. Этот пруд или, ветку потом спрячьте куда-нибудь. Никому не показывайте и не давайте в руки. Иногда повторяйте, естественно. Возьмут духи прутья осиновые, да начнут сечь. Скоредных людей. Это жадность скоредной. Возьмут духи прутья осиновые, да начнут сечь скоредных людей. Что мое берут и взамен ничего не отдают. Секут каждого, да приговаривают. Не только бери, но и отдай. Благодарность знай, делиться добром не забывай. Иначе вместо золотых цепей булыги наденем. Вместо браслетов кандалы, а вместо пояса веревку. Вместо хлеба горечь полыни и вместо вина гнилую воду, чтобы не жадный были и добро ценили. Скоредность в огонь, а щедрость наружу, заклято. Еще раз. Немного. По-разному можно читать так. Некоторые мелочи это не в счет, это не обращайте внимания. Там одну букву туда или сюда. Основное количество, то есть основная мысль и ключ, который здесь дан, он остается неизменным. Возьмут духи, прутья осиновые, да начнут сечь скоредных людей, что мое берут и взамен ничего не отдают. Секут каждого, да приговаривают. Не токмо бери, но и отдай. А и отдай. Благодарность знай. Делиться добром не забывай, иначе вместо золотых цепей булыги наденем, вместо браслетов кандалы, а вместо пояса веревку. Вместо хлеба горечь полыни, вместо вина гнилую воду, чтобы не жадны были, а добро ценили. Скоредность в огонь, а щедрость наружу, заклято. Еще раз. Возьмут духи, прутья осиновые, да начнут сечь скоредных людей, что мое берут, а взамен ничего не отдают. Секут каждого, да приговаривают. Не токмо бери, а и отдай. Благодарность знай, делиться добром не забывай. Иначе вместо золотых цепей булыги наденем, а вместо браслетов кандалы, а вместо пояса веревку, вместо хлеба горечь полыни, а вместо вина гнилую воду, чтобы не жадные были, а добро ценили. Скоредность в огонь, а щедрость наружу, заклято.
Я вам напомню еще раз, что когда вы что-то должны, или вы что-то взяли взамен, ничего не сделали и не отдали, тот, который делится своим знанием или своими навыками или помощью, он имеет право брать у вас все, что хочет. То есть, когда вы обратно отдаете что-то, вы отсекли эту связь, вы не должны больше ничего, у вас никто ничего не заберет. Если вы ничего не делаете взамен, а только берете, тот, который отдал, в любой момент может у вас брать все, что хочет. То есть здоровье, удачу, все, что угодно может брать. Если захочет, если у него, мало ли, разозлиться. Вот пришел человек, сделано для него добро, вот все хорошо у него получилось, дела пошли в гору, а человек просто ушел. И в какой-то момент, например, вспоминая о том, что не отблагодарили, ведьма может разозлиться и взять и начитать. А вот вместо этого отдай мне свое здоровье. Это я так, к примеру, говорю, чтобы вы понимали, для чего люди всегда откупались, почему отдавали все. Чтобы быть свободным. Отдавать, откупиться, быть свободным. То есть все, больше никто ничего у тебя отобрать не сможет. Не имеет морального права, и Вселенная запретит. То есть ты закрываешь эту дверь. Вот ты открываешь дверь, хлеб берешь, отдаешь за это деньги и закрываешь дверь. Все, ты ничего не должен. Если ты хлеб берешь, идешь, ешь, еще раз приходишь за хлебом, еще раз забираешь, еще. И ты начинаешь быть должен. В древние времена за долг продавали человека в рабство. То есть это настолько... Вот это слово «долг» платежом красен, но не просто сказано. Я просто учу вас во всех смыслах, не только касаемо магии, вообще во всем быть благодарными. Если вы пришли, человек там вам помог. Знаете, иногда бывает человек, например, у нас зрительница написала, что делала массаж лечебный, в общем, этим занимается. И женщина, дабы не платить, сказала, что ей не помогло. А через некоторое время сказала, может ли она такой же массаж сделать, значит, ее племяннице. Тот массаж, который ей не помог, понимаете? Может ли она сделать племяннице, чтобы тоже не платить? Или, например, человек делает ремонт, да, приходят, якобы находят какие-то изъяны, это не так сделано, это не то, чтобы не платить человеку. А человек берет и, значит, все это... разодрал, разобрал, разбил и ушел. Почему? Обошлось намного дороже. Потому что не хотели просто платить. Быть честным и щедрым – это выгодно. Я знаю по себе. Потому что чем больше я отдаю, тем больше я получаю. На самом деле. И чтобы на вас это не читали, сами будьте людьми, вот и все. Дальше. Теперь на окно. Нужно открыть окно. На открытое окно 6 раз читать вот этот заговор. В сундуках людей, в домах да в закромах хранится серебро и злато, рубины да алмазы. Народ живет богато. Эй, народ честной, живи богато, живи богатей, и для меня злато не жалей. Скупость вон скинь, народ, озолоти меня и прославь свой род. Да будет так. Заклинаю. Еще раз. В сундуках людей, в домах да в закромах хранится серебро и злато. Рубины да алмазы. Народ живет богато. Эй, народ честной, живи богатей. И для меня злато не жалей. Скупость вон, скинь, народ. Озолоти меня и прославь свой род. Да будет так. Заклято. В сундуках людей, в домах да в закромах хранится серебро и злато. Рубины да алмазы. Народ живет богато. Эй, народ честной, живи богатей, а для меня злато не жалей. Скупость вон, скинь, народ, озолоти меня и прославь свой род. Да будет так, заклято. Итак, друзья мои, вот вам еще целый ряд полезных работ, который вам поможет время от времени положенные свои честно заработанные забрать. Даже если очень не хотят отдать, какая-то сила их толкнет на это и заставит это сделать. Конечно, когда человек сам по себе благородный и достойный, это выше всяких похвал. Но время показывает, что 90% людей, они только берут.
А потом, когда в их жизни блага останавливаются, они очень сильно удивляются тому, а почему так случилось. Спросите себя. Еще раз вам предлагаю сесть и сказать себе, что вот эти заговоры вас не касаются, они не для вас, и на вас читать не должны. Вы же щедрый человек. И потом признайтесь сами себе, сколько раз вы говорили спасибо за то, что получали. Многие, я уверена, сами себе ответят ни разу. Но тогда и сделайте выводы сами, кто есть кто. Всем удачи, всех благ, и пусть люди к вам отнесутся благоразумно, достойно и отвечают на ваше добро тем же. Потому как да не оскудеет рука дающего. Всего хорошего.